Не хочу я спать, не хочу! Чего ж ты тогда хочешь? Летать! Я хочу летать! Вот скажи мне, почему ты хочешь стать летчиком? В мире же еще 1000 профессий вообще-то. В чем суть твоей мечты? Ну, чтоб все в мире звезды были моими. Еще почему? Чтобы считать километры облаков над землей. Еще. Чтобы летать на красивых самолетах. Еще. Да и так все знаю, брат. Что ты пристал? Все в мире знаешь? Да. Давай-ка тебе одну сказку прочитаю. Может, она тебе что-нибудь подскажет. Но я уже не маленький, чтобы сказки слушать. А она для взрослых. Знаешь, скольким людям она жизнь изменила? Ну, слушай. Жил-да был маленький принц на своей маленькой планетке. И ему очень не хватало друга. Как я здесь оказался? Ты сам как считаешь? Брат сказал, что это сказка для взрослых. Опять все из-за них. Ужасный народ те взрослые. Не стоит от них сердиться. Дети должны быть очень снисходительны взрослыми. Когда я был маленьким, я нарисовал вот эту картинку. Но все взрослые сказали, что это шляпа. Представляешь? А я сразу догадался, что это удав, съевший слона. Ты упал с неба? Кажется, что да. А где мы? Это моя планетка. Я покажу тебе ее. Знаешь, у меня есть такое твердое правило. Встал поутру, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. У нас на планете что-то похожее с детскими комнатами. А твоя планета единственная? Нет, есть еще множество таких же планет, на которых живет по одному человеку. Эх, хотел бы я слетать туда. Да я сам собирался, но ждал тебя для этого. Ты же летчик, ты отвезешь нас на них. Но летчик-то я еще в будущем. А ты не цепляйся за будущее. Мечта безвременна.
так быстро все считает? Здравствуйте. Скажите, а вы можете посчитать все облака на Земле? Я хочу их все облететь. 6, 7 тысяч, 8 могу. И вы даже можете рассчитать скорость, с которой я должен летать, чтобы облететь их все за один день? 1025 километров в час. Вот здорово! Я научусь так же считать. И облечу все планеты на своем самолете. Представь, принц, я узнаю все количество звезд во Вселенной. Прекрасный результат. Но поможет ли это тебе научиться летать, чтобы увидеть их? Я уже был у него раньше. Он совершенно не терпит неповиновения. Но однажды все-таки научил меня кое-чему важному. А вот и мои подданные. Давно я не видел тебя, маленький принц. Здравствуй, летчик. Ты будешь возить меня по всем тысячам звезд и планет, чтобы раздавать приказания. Я? Почему это должен делать я? А ты разве не этого хотел? Владеть всей этой великолепной вселенной, каждым взглядом Земли на твой самолет. Но я не думал, что это будет так. И кто вы вообще такой, чтобы меня судить? Я король. Но для суда мне и правда нужен министр юстиции. Но вы совсем один на этой планете. Вам его не найти. Маленький принц, я приказываю тебе стать моим министром юстиции. На минуту. Так ты правда хочешь быть летчиком лишь для того, чтобы иметь такую власть и повиновать всеми облаками и звездами? Я уже не знаю. Мне надо самому решить. Тогда суди себя сам. Это самое трудное. Себя судить куда труднее, чем остальных. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр. Просто хлопай в ладоши. Что? Зачем? Увидишь.
Тут уже повеселее. Мне намного больше нравится. Да? Ну, хорошо. Какой же он красивый. Я хочу быть таким же, как он. Знаю, летчик. Ты хочешь быть таким же, чтобы все так же любили тебя? Да, а как стать таким же? Мистер, как стать таким же? Ответьте. Почему он мне не отвечает? Понимаешь, тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвалы. А где мы? Тут совсем темно. Это моя любимая планетка. Она настолько маленькая и вращается вокруг своей оси Солнца так быстро, что закат здесь можно встретить. Раз тебе так нравятся числа, 24 часа 441 раз. Представь себе, это даже больше, чем бумажек у делового человека в столе. Но я таких чисел и не знаю. Да и не так они мне нравятся теперь. Мне больше нравятся закаты. Здравствуй, маленький принц. Давно я не видел тебя. Здравствуй, летчик. Добрый вечер. Но почему же вы не зажгли фонарь секунду спустя? Ведь день уже сменился целых 2 раза. Вы больше не верны своему слову? Все так же верен. С тех пор, как мы виделись в последний раз много лет назад, моя планетка стала вращаться еще быстрее. А я понял, что так и не видел ее прекрасных закатов. И я дал себе слово. Зажигать фонарь только тогда, когда это нужно кому-то, кроме меня и моего слова. Тебе нравятся звезды? Куда же ты хочешь отправиться дальше? Ты мне столько показал. Давай полетим на Землю. Ты не представляешь, сколько там тысяч королей, миллионов деловых людей, а фонарщиков ты даже сосчитать не сможешь. Тебе точно понравится, принц. Так ты упал с земли? Я был там. Поехали. У меня как раз есть на ней одно незавершенное дело. Только пообещай, что вернешь меня обратно к Розе. Обещаю. Точно? Да. Слово пилота. И где мы теперь? Это особенное место. Твоя планета. Как хочешь, так и называй. Но Земля такая большая. Там тысячи мест. Но людей, правда, не так много.
Ты знал, что всех взрослых можно поместить на один маленький остров? Где-то я уже это слышала. Знаешь, мне кажется, ты меня приручил. Приручил? Да. Один мудрый лис, которого я очень люблю, рассказал мне, что значит приручить. Это значит быть не одиноким, когда ты один. И что среди тысячи других мальчиков ты для меня особенный. А я для тебя единственный среди тысячи других принцев. Я рад, что ты меня не забыл. Что? Лис, где ты? Я сзади вас. Не оборачивайся, иначе я буду плакать. Ты и есть тот мудрый прирученный лис? Да, маленький летчик. А как ты понял, что тебя приручили? Когда мое сердце сказало об этом. А как пойму это я? Сними свои очки, маленький летчик. Самого главного глазами не увидишь. Чувствуй сердцем. Вам пора отправляться в путь. Ах, лис, как я люблю слышать тебя. Как я люблю. Это последнее место, которое я хотел тебе показать. Чей-то сад, полный неприручных роз. Так, это мой сад. Нашей семьи. Тогда это хорошее место для прощания? Так, значит, они прирученные? Да, все до единой. И я даже дал им имена. Но почему же у ваших роз нет шипов? Наверное, им не от кого защищаться. Тогда мое сердце спокойно. Много лет назад я накричал на розы. Они были совсем дикими, а я ранен тем, что не умел любить. Я сказал, что они никому не нужны, и их никто не полюбит. Но у них теперь есть ты. Я не хочу с тобой так рано прощаться, маленький принц. Не переживай. Когда ты будешь смотреть в небо и прилетать на своем самолете, я всегда найду тебя. Ты будешь махать мне. А как только увидишь, что маленькая звездочка мигает тебе в ответ, значит, это я махнул своими кудрями. Тогда я увезу тебя из этого сада к твоей розе, маленький принц. Спасибо тебе, летчик, что научил меня кое-чему. И как только проснешься от полета, передай своему брату, что я возвращался на землю. Ну что, проснулся, Соня? Ты себе даже не представляешь, ты ведь тоже раньше видел принца? Он просил передать тебе, что снова был на земле. Какого принца? Я не понимаю, о чем ты. Вы взрослые такие странные. Ай, неважно. Я понял, почему хочу стать пилотом. Ну почему же?
Скорость, километры, увидеть мир – это все важно. Но самого главного глазами не увидишь. Ну вот видишь, и взрослые могут кое-что понять, если им как следует растолкуешь. Кстати, эта шляпа подозрительно напоминает удава, съевшего слона.